Росми, немецкий остеопат, прошел обучение по модели фасциальных дисторсий первого уровня у доктора Георга Харрера в 2003 году. В том же году он познакомился с доктором Типальдесом на семинаре по модели фасциальных дисторсий второго уровня. В 2004 году Кристоф Росми приехал в Америку и более месяца стажировался у доктора Типальдеса. Под его руководством он провел клиническое исследование лечения болезненного ограничения отведения плеча по модели фасциальных дисторсий. Кристоф Росми принял активное участие в симпозиуме 2005 года на Аляске. По воспоминаниям Кахиевата об этом мероприятии, опубликованном на сайте Азиатской ассоциации ФДМ-терапевтов, Кристоф Росми, остеопат из Германии, выступил с докладом «Сравнение модели фасциальных дисторсий и традиционной остеопатии» техники Спенсера у пациентов с травмами плеча, основанной на обширных клинических данных, которые явно демонстрировали превосходные результаты в группе лечения по модели фасциальных дисторсий. Его презентация, включавшая подробные диаграммы, наглядно демонстрирующие результаты, была рекомендована для представления на ежегодном собрании Американской остеопатической ассоциации ее президентом доктором Филиппом Шетлом. В 2008 году Кристоф Росми упоминается на веб-сайте, принадлежавшем доктору Типальдесу. Кристоф Росми, доктор остеопатии, родом из Германии, познакомился с доктором Типальдесом на семинаре второго уровня по модели фасциальных дисторсий в Германии в 2003 году. В то время он владел и руководил школой остеопатии. Познакомившись с доктором Типальдесом и его моделью, Росми закрыл свою школу, написал диссертацию по лечению плеча по модели фасциальных дисторсий и получил степень доктора остеопатии. Он активно практикует модель фасциальных дисторсий. Он разработал методику работы по модели фасциальных дисторсий с детьми, в том числе младенцами. Успешно лечил методами модели фасциальных дисторсий животных. Он выступил соучредителем Европейской ассоциации ФДМ-терапевтов, посетил международные семинары по модели фасциальных дисторсий на Аляске и Гавайи, а также приезжал в Бангор, чтобы учиться у доктора Типальдеса в его клинике в 2004 году. Обращу ваше внимание, что Кристоф Росми не был пионером лечения животных по модели фасциальных дисторсий. В отчете о своей поездке на стажировку к Матч Кастен в Америку Джунка Ямада из Японии пишет, со слов друга доктора Типальдеса, с которым она познакомилась в Америке: доктор Типальдес лечил свою любимую немецкую овчарку по модели фасциальных дисторсий от хронической миалгии. Кристоф Росми, второй президент Европейской ассоциации ФДМ-терапевтов. В 2007 году он был сертифицирован доктором Георгом Харрером и Кески Танака ФДМО как региональный инструктор Европейской ассоциации ФДМ-терапевтов. Совместно с доктором Христианом Штайном, также посещавшим семинары доктора Типальдеса и выступившим с организатором Европейской ассоциации ФДМ-терапевтов, инструктором ФДМА с 2008 года, Кристоф Росми является соучредителем образовательного проекта «Типальдес Академия». В 2015 году Росми представил видеокурс по модели фасциальных дисторсий и мануальной терапии по Типальдесу ФДМ и Лони. В отличие от многих, доктор Кристоф Росми приверженец материалистического подхода. В свободном доступе есть несколько текстов, в которых он описывает структурные особенности фасции. Например, этот. Имеются ли доказательства фасциальных спаек, вызванных перекрестными связями? Представленное им на третьем конгрессе по исследованию фасции в Амстердаме в 2009 году. Судя по автографу доктора Типальдеса, Кристоф Росми также может причислять себя к награжденным званиям ФДМО. С 2023 года Кристоф Росми более не упоминается ни среди инструкторов Европейской ФДМ-ассоциации, ни среди ее членов.